Ирина Витальевна? Помочь? Амира? Да, это я вам сегодня звонила. Я сестра Элины. Спасибо, что пришли. Вы извините за это. Ну ничего. У меня в первые минуты такая же реакция была. Меня даже во время беременности так не тошнило. Алкоголь? Не помог. Мне тоже. Вы располагайтесь, я сейчас приду. Здрасте. А вы Ирина, да? Я Мира. Ирина сейчас придет. А что за жуткий запах? Мы можем перенести встречу в другое место? Проще открыть окна. Ну, просто я имел в виду, что это публичная библиотека, могут войти посторонние. Я удивлена, что вообще о похищении до сих пор нет в новостях. Кто-то же из родителей или друзей должен был проболтаться. Мы же нашли друг друга. Здравствуйте. Здрасте. Платон Андреевич? Да. Я вам звонила. Кто у вас пропал? Дочь. — 17 лет. Завтра должна исполниться. Когда начали пускать? Почему сейчас? Я же сказала, не раньше, чем утром. Так, передай Косте, он приедет и заберет весь товар. Хорошо, Ванин номер у тебя есть? Набери ему, может, он свободен. Извините, важный разговор. Здрасте. Откуда этот жуткий запах? Галина меня зовут. Очень приятно. Ирина, Мира, Платон. Вы как тут припарковались? Я полчаса колесила, хотя специально пораньше приехала. В итоге на аварийку поставила. Ну, я на такси приехала, до припарковалась. Руки очень дрожали. Минуточку. Друзья, товарищи, давайте все-таки ближе к делу, то есть к детям. Вы разговаривали с преступниками лично? Я говорила. Ну, они давали какие-то инструкции, говорили, куда деньги привезти? Не успели. Я сама дала им инструкцию. Сказала, чтобы рот закрыл и могилу рыл. Номер не пробивается, но я их найду. Девушка, это не смешно. Мира меня зовут. Приложение шутку оценила. Установите, кстати, себе. Хорошо настроение поднимает, когда жить не хочется. Это Рина приложение, да? Угу. Я попробовала, но, видимо, мне слишком поздно таким развлекаться. Сегодня такое ощущение, что все целыми сутками сидят там и шутят. Насчет могил. Я раньше работала в сфере ритуальных услуг. Видела разных людей, поверьте. Грубить в таких ситуациях нельзя ни в коем случае. Иначе вы окажетесь в этой могиле раньше. Вот я полностью согласен с Галиной. Давайте все-таки не отвлекаться. Спасибо. Сразу скажу, таких денег у меня, ну, их нет. Но в общий котел я вкинуть готов. Они хотят 2 миллиона или 2 миллиона с каждого. Вы как поняли? Ну, я очень надеюсь, что это за всех. Причем в рублях, а не в долларах.
Ну, поэтому они схватили как можно больше девчонок, чтобы хотя бы за кого-то заплатили. Слушайте, странно. Я думала, «Кавказского пленника» Пушкин написал. Оказывается, Толстой. Пушкин тоже написал поэму. Завидую вашему хладнокровию. Я мачеха. Дочь мужа воспитываю. Сама не знала, кому бы заплатить, чтобы ее забрали от меня уже куда подальше. Вы не подумайте, что я из страха спрашиваю. Но вы не считаете, что наша встреча может как-то навредить девушкам? Наверное, остальные подумали так же и решили не приходить. Ну, двое родителей со мной постоянно на связи. В крайнем случае, мы можем им позвонить, а так они ожидают отчет по результатам нашей встречи. Ну, я уже говорил об этом в начале, но если преступники узнают, что мы здесь собрались, они могут тоже что-то предпринять. И... Ну, что вы на меня так смотрите? Я что, единственный про это думаю? Нет, мы с мужем об этом говорили. Он сейчас в больнице, иначе бы тоже приехал. Я не думаю, что за похитителями стоит кто-то влиятельный. Иначе у них была бы информация про нас, про наши счета. Да и про условия мы бы знали конкретнее. А тут как будто все на бегу устроили. Сейчас. Я спрошу прямо. Вы не считаете, что нас могут прослушивать? Зачем кому-то нас прослушивать, когда в сети тысячи куда более интересных разговоров? Мы должны рассмотреть такие варианты тоже. Я к чему все это веду? Если здесь возникают какие-то мысли, то, может быть, их лучше не озвучивать, а записать по старинке на бумагу. Можно еще пройти ускоренный курс сурдопереводчиков и общаться жестами. Правда, будет проблема, если свет вырубит, а так. Я считаю, что никто из нас не должен платить. Что? Погодите. Как это? То есть совсем? Да. Ни рубля, ни евро, ничего. А если наших детей убьют? Вы сможете это пережить? Когда найду и убью этих гадов сама, смогу. У вас что, и оружие есть? Конечно. Первым делом купила. И патронов 6 упаковок. Могу одолжить. Я все-таки предпочитаю мирное решение проблемы. Мы живем в 21 веке, и нужно искать компромисс. Господи, ну почему они не добрались до по-настоящему богатых родителей, а? Ну, что добрались, просто они сюда не приехали. Ну тогда можем отрезать им яйца и все, что болтается. Я свои нервные клетки в обиду не дам. Приложение опять глюкануло и решила, что это шутка. Черт, я бы убивал создателей таких вот приложений. Они миллиардами ворочают. А я согласна с Мирой. Нельзя договариваться с террористами. А может, это не террористы? Я не знаю. Студенты. Запутавшиеся, такие же, как и мы с вами. Может, они вообще ничего страшного с девочками не делают. Все равно кастрировать тупой ложкой. Вам-то вообще какая разница? Мне родную младшую сестру забрали, а у вас ребенок чужой. Но ребенок не совсем чужой. Да и чужих в обиду не хочется давать. Может, вывести на связь других родителей, попробовать узнать, сколько они могут собрать в ближайшее время? М? Вот. Настоящие купюры только вверху и немного внизу, чтобы разбавить. Остальные фальшивые. На глаз и на ощупь не отличишь. И откуда ты это взял? Что, он твои блогерши?
Это не важно. Важно то, что теперь мы можем вытащить наших детей. Ты не ответил на вопрос. Я ответил, это уже не важно. Ты ведь не спрашивал, откуда у меня контакты этих людей, которых ты здесь собрала? Мы не будем платить похитителям. Даже если мы спасем Дину, ты об остальных девчонках подумал? А что, если они хотят по 2 миллиона за каждую? Выпила? Все, что я выпила, уже давно снаружи, я совершенно трезвая. Сомневаюсь. Да ты голову свою включи. А что, если бандиты войдут во вкус и начнут дальше брать детей в заложники? Больная? Боюсь даже представить, как тебе пришлось отрабатывать такой щедрый подарок. Заткнись! Давайте все успокоимся. У нас здесь с вами врагов нет. Все злодеи снаружи. Да, да, да. А деньги внутри. Это выглядит как настоящее. Без специальных инструментов даже не отличить. Мы передадим эти деньги похитителям и будем требовать, чтобы они выпустили всех девочек. А если они не согласятся? Ну, или поймут, что часть денег фальшивые. А может, у кого-то есть знакомые в силовых структурах? Должны же быть люди, которые призваны нас защищать, служить стране, людям. Так, послушайте меня. До того, как пришел мой бывший супруг, у нас был совершенно разумный план. Сейчас они требуют по 2 миллиона, а могли потребовать миллиард. А может, мы попробуем скинуться? Ну, если этих денег не хватит. Да услышьте вы меня! Считайте, что у нас нет ничего. Андрей, замолчись, ты не хочешь, чтобы я тебе рассказала, откуда ты получил эти деньги. А давайте просто проголосуем. М? Кто за то, чтобы никому ничего не платить? Может, как-то нам переформулировать вопрос, чтобы все поняли? Все и так все поняли.